can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a two-person job. No. 3, actually. We're gonna plunder a few temples, loot the museum. It's nice to see you too. Seems like I am always saving your ass. Uncharted Drake's Collection — это вполне себе ожидаемое переиздание оригинальных 3 Uncharted для PlayStation 4. Игр без преувеличения, навсегда вошедших в историю видеоигровой индустрии, навсегда повлиявших на жанр приключений, да и вообще ставших для многих разработчиков недосягаемой планкой, на которую они безуспешно ориентируются. Все 3 игры подверглись такому тщательному ремастерингу, идут в 1080p, в 60 FPS. Более того, различные их элементы были переделаны, детализация различных предметов, да, в окружении возросла, завезли high-res текстуры. В общем, было сделано все то, что и должно происходить при ремастеринге, к которому подходит на совесть. I'm telling you, Sully, this is it. This is finally it. Для тех, кто пропустил поколение PS3, ну и, собственно, серию Uncharted, это прекрасный повод наверстать упущенное, подготовиться к выходу Uncharted 4, который, вне сомнений, кто смотрел мои сюжеты, знает, будет бомбой. Ну и приятным бонусом ко всей коллекции идет участие, собственно, в бета-тесте Uncharted 4. Ну а для игроков, которые уже прошли Uncharted, как я, это прекрасный повод освежить воспоминания, вспомнить былое, поностальгировать, ну и заодно прочувствовать, насколько время, да, покалечило эти игры, насколько хорошо они смотрятся сейчас и актуальны ли они до сих пор. What could possibly go wrong? Здесь, наверное, самым интересным был первый Uncharted, потому что он вышел совсем давно. Прошло, извините, 8 лет. 8 лет я когда задумываюсь, что 2007 год, это 8 лет назад, мне становится, честно говоря, плохо, потому что полное ощущение, что это было вчера. Ну и, собственно, расклад был такой. В 2006 году вышел PlayStation 3, игр на ней не было, и все с нетерпением, на самом деле, ждали первый Uncharted, потому что это была игра Naughty Dog. Может быть, там в нашей стране эта компания еще тогда не сильно была известна, но для всех, кто там с PlayStation знаком с первой консоли, это была компания Символ. Она сделала Crash Bandicoot, 3 Джеков, Джек и Декстеров. И, в общем-то, в это сложно сейчас поверить, но тогда приключенческая игра от Naughty Dog с реальными живыми персонажами, да, похожими на людей, это было что-то вроде сенсации. А когда ролики впервые показали на E3, все просто с выпученными глазами смотрели. С одной стороны, было очень непривычно, с другой стороны, все знали, что, как говорится, Naughty Dog говна не делает. Are you sure you want to be defiling your ancestors' remains like that? You make it sound so dirty. Еще первый Uncharted очень ждали, потому что это должна была быть первая игра, которая, покажет, что PlayStation 3 действительно очень мощная консоль и удивит всех картинкой. Потому что Naughty Dog выжимали все соки из PS2, и Джек 2, например, да, и 3 — это одни из самых красивых игр на консоли. И до сих пор они, в принципе, достаточно достойно смотрятся. Sully, we got some trouble. Hurry it up. Okay, what's going on? Pirates. Pirates? Yeah, the modern kind. They don't take prisoners. At least not male prisoners. Wait, what are you talking about? Когда первый Uncharted вышел, не сказать, что это было прямо всеобщее ликование, и все просто ставили десятки и называли его игрой года. Скорее, реакция была такая, что те, кто фанаты приключений, кого достала Лара Крофт в том исполнении, а тогда выходила эта серия бесконечная Legend, Underworld, Anniversary, бесконечно устаревшая к какому-то моменту. И Uncharted здесь был абсолютно таким невероятным глотком свежего воздуха для всех любителей приключений. Потому что фактически это было переизобретение жанра. Совершенно невероятно красивые анимации, безумно живые враги, которые заходят с разных сторон, реагируют на попадания. У них есть нормальный искусственный интеллект, различные хит-зоны, они по-разному ловят пули. И
сам Дрейк, он не только бегает и стреляет, но еще дерется в рукопашку. Сейчас это уже как бы этим никого не удивишь. Но тогда это просто выносило мозг, и, в общем, игра проходилась на одном дыхании, не говоря о том, что это, по сути, был Индиана Джонс. То есть такое легкое приключение с каноничными для жанра персонажами, легкими шуточками, очень приятными киношными, ну и, конечно же, нацистами и их сокровищами. Wait. Something about this feels kind of hinky. Hinky. You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. I'm being serious, Nate. Ну и, в общем, этим Drake's Fortune очень сильно подкупал, удивлял. Ну и, да и сама игра достаточно по меркам того времени очень разнообразно была сделана. Повторюсь, экшен был вообще прорывной, то есть еще никогда не было ни одной игры, где герой мог висеть на скале и в этот момент высунуть руку с пистолетом и из укрытия пострелять по врагам. Даже вот такие мелочи, они просто выносили мозг. К сожалению, большинство прелестей вот первого Uncharted сегодня уже не оценить. Ну, во-первых, потому что были две следующие игры, ну, а во-вторых, господи, 8 лет прошло. 8 лет — это достаточно критичный срок для игровой индустрии. Игры — это очень быстро устаревающее искусство, особенно, ну, в таких легких жанрах, не РПГ, да, а в приключенческих экшенах. Watch where you step. Some of these boards are really falling. И, в общем, когда я запустил первый Uncharted, да, не вопрос, заремастерили его хорошо, очень там все детализировано стало, подняли модельки персонажей, там, переделали освещение, в целом картинка очень четкая и ровная, но сама игра, ну, уже ощущается абсолютно не так чудесно. Есть некое такое чувство, ну, что анимации не такие, прыгает Дрейк не так, враги-то уже не настолько умные и не так красиво ловят попадания, и физика, в общем, уже никак не впечатляет, не задевает, рукопашка какая-то совсем простая. Ну и есть такое общее чувство кондовости. Не говоря о том, что первая игра, она была довольно скромной по своим размерам, то есть она была достаточно длинная по геймплейным часам, но там все происходило на одном острове, приходилось бегать там по некоторым локациям взад-вперед. Тогда это, кстати, не особо напрягало, это была достаточно распространенная вещь, да, в приключенческом жанре, но сегодня все это уже вызывает отторжение. Правда, спустя вот 1 час игры произошло вот нечто неожиданное. Я не знаю, то ли это ностальгия, то ли все-таки core gameplay Uncharted, да. Ну, меня в игру абсолютно засосало. Я вообще садился там вечером друзьям показать вообще, что такое Uncharted, там, в первой части. И вот это абсолютная правда, очнулись мы в 7 утра. Я не знаю почему, меня многое в игре бесило, но вот прошло всего пару часов, и все это засосало так, что я просто не мог отпустить геймпад. То есть, видимо, все-таки core-механика до сих пор тащит, все-таки в игре, несмотря на то, что по сравнению там, со вторым, третьим Uncharted, здесь гораздо более простая история, более простой сюжет, совсем мало роликов, все равно общая атмосфера, интрига, подводки нацистов в горах, в джунглях и прочие вещи. Все-таки, да, все эти элементы до сих пор работают и увлекают. При том, что ты понимаешь, да, игра устарела, оторваться от нее очень и очень сложно. Sully, you're not gonna believe this. Try me. I think I found our missing page. You're kidding. Looks like Drake and our German pals were after the same treasure. I've got the map that's gonna lead us right to it. В общем, я прошел на одном дыхании с претензиями, но прошел. Если вспомнить наш обзор там, оригинального Uncharted, то мы, в принципе, так и говорили, что это там очень хорошая приключенческая игра, которая массу эмоций вызывает, но там с какими-то проблемами. Потому что вот эти все толпы врагов, они, в принципе, и тогда напрягали. В общем, сказать, как сегодня обычный игрок, да, никогда не игравший в Uncharted, первую часть воспримет, довольно сложно это спрогнозировать, но, мне кажется, попробовать стоит. Алло? Buka Pintu! Siapaini, Pichara Sekara. Ah, crap. Sialano! Chepatan, Buka Pintu! Ah, Tai. It worked! There he is! Up there! Get on the gun! Oh boy.
Единственные претензии у меня вот такие совсем гиковские к переизданию. Архитектуры теперь разные, да. PlayStation 3 была одна архитектура, свои технологии. Сейчас у PS4 больше такая классическая PC-шная архитектура, и поэтому очень много мелочей выглядит по-другому. То есть освещение совсем другое. Да, они говорят, что они сделали современным его, более естественным. Но вот мне лично в каких-то сценах оно меньше нравится, чем в оригинале, потому что менее контрастно, менее сочно. А Uncharted — это такое приключение. Он должен быть с такими ядовито-сочными цветами. What a warm and homey place. Well, not quite what you were expecting, huh? В некоторых подземельях на PS3 просто офигенная там игра света и тени. На PS4 все гораздо более мягкое, более реалистичное. Ну, не знаю, может быть, у меня в воспоминаниях это так красиво осело, но вот было как-то атмосфернее. What the hell's that? Sully, get out of there. Huh? It's a trap! Sullivan, are you okay? Sully! Yeah, fine. Still in one piece. You knocked me on my ass, though. В принципе, это всегда происходит вот с такими ремейками, когда, особенно на другой платформе, нет ни одного HD, так называемого, да, ремейка, который, я сказал бы, вот лучше оригинала. То есть, когда там MGS HD Collection выходил на PS3, мне вот тоже не нравилось. Я говорил, что на PS2 картинка лучше. Ну, потому что там ее делали оригинальные разработчики, как они ее задумывали, да, вот каждый кадр, он продумывался. Здесь уже сторонняя команда пытается воссоздать ту же самую игру на совершенно другом железе. Ну и, собственно, те же самые проблемы есть и у портов. Мне кажется, что в данном случае сделана очень крутая работа. Глупо было бы наезжать на разработчиков, но вот все равно. Гик внутри такой говорит, что вот в оригинале некоторые моменты были лучше. Ну и, кстати, что очень важно относительно переиздания первого Uncharted, это то, что впервые игра вышла на русском языке с русской озвучкой. Потому что второй и третий, да, уже переводились, а вот первый в свое время вышел в оригинальном исключительно виде. Потому что Sony только-только запускала PS3 в России, и, по-моему, это произошло позже, поэтому локализация, собственно, и не делалась. Слушай, нам так и так придется вернуться в гавань. Так что расслабься. Еще успеем это обсудить. Все будет круто. Стой! Теперь я поведу. Окей? Face it, genius, you've been played. Oh, really? Uncharted 2 среди воров, на удивление, подвергся еще более крутому ремастерингу. Это сложнее заметить, потому что когда вторая часть вышла 5 лет назад, это была настоящая бомба. Более 200 или 250 наград «Игра года». Это была абсолютно лучшая игра 2010 года, по мнению вообще всех людей на этой планете. Тех, кто играл, конечно же. Тогда, если кто помнит, эта игра безумно вынесла нам мозг. Я вот кричал, что это прям настоящая игра будущего. Потому что она, реально опережала все, что есть на рынке. Она выглядела так, как игры будут выглядеть в будущем. Я думаю, что Uncharted 4 вот будет тоже такой планкой, к которой будут все стремиться. Ну и, собственно, Uncharted 2 был ей много лет. Практически все игры вот от третьего лица, они пытались до него дотянуться. И, кстати, я до сих пор не помню, хоть кому-нибудь это удалось. Да и вообще, если даже просто игры взять, по живости, по атмосферности, по разнообразию геймплея, не знаю, может быть, Last of Us может сравниться, да, от тех же Naughty Dog'ов. He's never gonna make it. We have to leave him. What? No! Get the door open, Gonna Chloe! get us all killed. И, в общем-то, Uncharted 2 я запускал с особой опаской, потому что я реально очень боялся, что вот та великолепная, прекрасная, невероятная игра, которую я просто обожал все эти годы, что за 5 лет она могла угаснуть. Это нормально, да, для игр, говорю, такого жанра. Я очень боялся освежать воспоминания, потому что, зачастую с некоторыми играми вот лучше, чтобы они остались в твоей памяти вот так в то время, да, когда они выходили. И я долго думал, нажимать ли старт, но все-таки запустил, начал играть и, честно говоря, охренел. Во-первых, Uncharted 2 не так уж устарел. То есть за прошедшие 5 лет графика, конечно, в играх шагнула вперед, но не настолько.
То есть этот ремастеринг, его еще немножко заапгрейдили, конечно. Он выглядит просто потрясающе, как, в принципе, современная игра. Да, опять же, анимации уже не настолько впечатляют, как некогда, а некогда казалось, что это просто бомба, это абсолютно супер живая игра, что Дрейк двигается как настоящий. Я помню, как ко мне друзья пришли, которые в игры вообще никогда не играли, и они реально там несколько часов просто завороженные смотрели, как он там бегает, прыгает, ползает, и не могли поверить, что видеоигры до такого доросли. Сейчас в это уже можно поверить. Все, в принципе, на современном уровне. Уже видишь какие-то недостатки, но, боже, какая это все-таки великолепная, безумно охренительная игра. Вроде бы почти наизусть ее знаю, но там такой контраст с первой частью, которую я вот только что прошел, просто по количеству диалогов, по режиссуре, по количеству роликов, разнообразных ситуаций, навороченности вот этой песочницы, потому что в Uncharted всегда, как и в Halo, геймплей по образу такой направленной песочницы. Когда есть некая карта такая, да, небольшая, по которой герои очень свободно перемещаются, как и враги, они могут заходить с разных сторон, и тебе прям надо на ходу действовать. Если ты переигрываешь заново раунды, вся партия разыгрывается иначе. От второго Uncharted реально по-прежнему невозможно оторваться. Если вы никогда в него не играли и сомневаетесь, там, да, в первую играть или нет, играйте во второй. Во-первых, по сюжету в первом ничего особенного не произошло. Вы можете, я не знаю, там несколько первых миссий пройти и понять, кто главные персонажи, и вполне этих знаний хватит вам, чтобы понимать, что происходит во второй. А в остальном это будет игра полная восторгов даже сегодня, в наше время. Я вот, потому что я очень много из этой игры помню, я не переставлял удивляться тому, как она написана, какие в ней шутки, как клево проработаны персонажи, как они взаимодействуют с друг другом, как они там подставляют друг друга, какой отличный там любовный треугольник у Дрейка. Oh, man, Nate. Hey, wait. Now, don't jump to conclusions, Elena. I'm sorry, am I sensing some history here? Oh, Elena Fisher. Last year's model. That's cute. Yeah. No. Glad you find this so funny. Well, it's just I never figured you for the white bread picket fence type. She's a lot tougher than she looks, thank you. Oh, Oh, what? she broke your heart. Oh, please. She did, Hey, you know didn't what? she? Maybe I broke hers. Oh, yes, Casanova. Одиозный восточноевропейский крайм-лорд, который там с вертолетами и танками разносит храмы в Непале, чтобы найти путь в Шангрилу. This little man is Drake. Миллион тайн, какие-то совершенно безумные храмы, загадки, связанные с ними. Дрейк там ползающий по гигантским статуям мечам, решающий головоломки. Все это настолько потрясающе. До сих пор этому, в принципе, нет аналогов. Лара Крофт там вообще стыдливо где-то в сторонке стоит. Это действительно до сих пор супер актуальная игра. Она потрясающе играется. И с точки зрения экшена, ну, чуть-чуть она подустарела. С точки зрения сюжета, это настоящая классика, до сих пор не превзойденная. Всем просто супер рекомендую, у меня слов нет, восхитительная игра. Damn it. How the hell do we get across? Oh god, be careful. Holy shit. Here, I've got you. Give me your hand. Just go! То есть это настоящее такое приключенческое кино с большой буквы. Я когда-то говорил, что Uncharted 2 — это как все Индиана Джонс вместе, ну, кроме четвертого. Это совершенно безумное, потрясающее приключение, абсолютно вручную сделанное, где просто вот каждый сантиметр, каждый там поворот игрового пространства с любовью сделан. И, собственно, ну, на Uncharted 2 взошла звезда Брюса Стрелли и Нила Дракмана, которые Last of Us сделали и сейчас делают Uncharted 4. Ну и ремастеринг, опять же, очень-очень достойный, очень круто подняли текстуры, многие модели внутриигровые тоже перерисовали, подняли детализацию. Единственное, что по-прежнему, если сравнивать с оригинальной PS3 картинкой, то какие-то сцены, ну, все равно в оригинале кажется, что были лучше. Но при этом большинство сцен, да, в новом переиздании, но объективно круче, конечно. I don't like these odds. No? No, I think maybe we should cut over to the hotel a different way. Just avoid this crew altogether. I'm sorry, do you have a plan to go along with that grenade? Yes, I do. I'm gonna circle around this way, break up their little party.
you forgetting about somebody? Well, that's where you come in, sweetheart. I need you to take care of him. But, do it quietly. Do it quietly. Yeah. Are you sure about this? Desperate times, right? What does that mean? Ну, а с Uncharted 3, как известно, те, кто меня давно, опять же, смотрят, у меня сложные отношения. Это объективно очень хорошая игра. В ней очень много сюжетных линий. Опять же, с маленьким Дрейком, как он встретил Салли, все вот это ми-ми-ми. Это все прекрасно, но у меня, если кто помнит, к ней вот большая претензия, то что, по сути, третья часть очень большая коммерческая копипаста со второй. И для меня, на самом деле, третий Uncharted был таким легким разочарованием. Я тогда высказался, что вот по моим ощущениям, третий Uncharted делал не те же люди, что второй, что, скорее всего, Naughty Dog собрали внутри команды еще одно отделение, вот дали там, с подмастерьем делать Uncharted 3 на существующих технологиях, а авторы Uncharted 2 занимаются каким-то другим проектом, и я вот просто как в воду глядел, но этим другим проектом оказался Last of Us. Give me that back. Cutter! Oh no. Oh. Shut up! You fool! Oh, you're bloody welcome, Your Majesty. Marlowe, we have to get you out of here. Oh, come on, they're a right pair of arseholes. What? Ну и, собственно, объективно, да, там Uncharted 3 очень хорошая игра, она очень многим нравится, очень многие от нее в восторге, потому что там реально много крутых, запоминающихся экшн-сцен, да, с самолетом до сих пор все помнят. Есть безумно красивые уровни в пустыне, тоже непревзойденные в красоте вообще ни в одной игре до сих пор. Но, говорю, она слишком вторична, слишком мало в ней нового. В принципе, я не исключаю, что третью часть я тоже пройду сразу вот после того, как закончу вторую. Ну, просто потому, что вот как-то с годами прошедшими хочется это сделать. Все-таки это уже часть серии, уже как бы из песни слов не выкинешь. То есть в моих глазах Uncharted 3, он был как все Индианы Джонсы, включая четвертого. То есть было очень много крутого, но с сюжетом, мне кажется, все завалили. Слишком много повторений, нелогичностей, не связанных абсолютно вещей, каких-то просто высосанных из пальца уровней, при этом безумно прекрасных, с перевернутым кораблем, все помнят, совершенно нелогично появившийся, но безумно крутой уровень. Son of a bitch! Ну и ожидаемо ремастеринг третьего Uncharted такой самый легкий, потому что это была самая современная игра, она не так давно вышла, и, в общем-то, в ней все было почти самое последнее из каких-то графических фишек Naughty Dog. Ну и она, в общем-то, уже на полную выжимала все возможности PS3. Сегодня выглядит вполне себе современной, ну и не сильно она ушла от второй, естественно. You see, down there. Those buildings would have been hundreds of years old, even when Francis Drake was alive. Right. Good thinking. Hey, Nate. Huh? Talbot. Who? He's got Cutter's notebook. What? Wait, what? Charlie Cutter? Yeah, no time. Sully can explain everything. Hey, wait a minute. Meet you down there. В общем, если у вас есть PS4, то, мне кажется, вопрос о покупке Nathan Drake Collection вообще не стоит. Если вы играли в Uncharted, то вы знаете, что это нужно сделать. Если вы не играли, вы тоже знаете, что это нужно сделать, потому что Uncharted сегодня
один из флагманов игровой индустрии. Это символ PlayStation. Ну и по-прежнему вот вторая часть — это игра, в которую, я убежден, должен поиграть каждый. Кто любит сингловые игры, это реально шедевр на годы. И вот прошедшие 5 лет это доказывают. Единственный недостаток сборника — это то, что из игр убран мультиплеер, но мне лично кажется, что невелика потеря. Я в мультиплеер Uncharted играл реально 2 часа, наверное, и как-то он меня совсем не зацепил, хотя, конечно, нашлись люди, которые в него довольно долго играли, но, скажем так, мне их сложно понять. It's worthless. I don't get it. Neither do we. That's why we tracked you down. Ну и напоследок очень важный совет для тех, кто впервые будет играть в Uncharted. Дело в том, что в эту игру ни в коем случае нельзя играть на высоком уровне сложности. Знаю, очень многие любят челлендж и прочее, но вот в данном случае, в случае с Uncharted, это полностью убивает игру. Uncharted — это игра про то, как главный герой прячется за укрытием, выскакивает из-за него, бежит вслепую, стреляет. В тот момент, когда противник в замешательстве от летящих в него пуль, он подбегает и сходу дает ему в морду. А на повышенных уровнях сложности вся эта концепция летит к черту, все рукопашки идут лесом, а игра превращается в унылый шутер с сидением за укрытием. Поэтому всегда используйте рекомендуемый уровень сложности и получите массу фана. Ну, от меня переизданию 9 баллов, мне кажется, эта покупка никого не может разочаровать. Это очень душевные, очень такие личные, прекрасные игры, которые дарят очень много позитивных эмоций. Ну и у нас сейчас идет вот конкурс, и там все это видно. Видно, что эта игра подарила людям настоящие эмоции, и вот они их вкладывают в свои работы. Некоторые из них, ну, просто прекрасные. Ah!